Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 14 ноября. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы в вашем доме было изобилие, достаток и благополучие. А также, что ни в коем случае не нужно делать, чтобы не привлечь беды и неприятности. Друзья, далее все более подробно. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Итак, 14 ноября православная церковь, а также православные христиане вспоминают и молятся за Козьму и Демьяна Ассирийских. Это известные святые. По легенде, Козьма и Демьян были известными чудотворцами и врачевателями, которые жили на территории Малой Азии в конце 3-го, начале 4 веков нашей эры. И вы знаете, существует 3 пары святых с такими именами. Это Козьма и Демьян Ассийские, и Козьма и Демьян, пострадавшие в Риме, и Козьма и Демьян Аравийские. И по легенде, отец Козьмы и Демьяна был язычником, а мать была христианской. Так как отец умер, когда мальчикам было совсем мало лет, их воспитанием в христианском вероисповедании занималась мать. Позже оба брата начали изучать медицину. После прохождения обучения медицине оба брата стали лечить всех нуждающихся, при этом не беря за это никакие деньги. Весть о врачах быстро разнеслась по всей территории Малой Азии, из-за чего к ним ежедневно приходило огромное количество пациентов. Из-за того, что Козьма и Демьян отказывались брать деньги за лечение пациентов, в народе они были прозваны бессеребренниками. Но однажды братья вылечили женщину, которая страдала от тяжелого заболевания, и которая в знак благодарности преподнесла Демьяну 3 яйца и попросила взять их во имя Святой Троицы. Демьян не смог отказать излеченной женщине и принял 3 поднесенных ему яйца. Узнав об этом поступке, Козьма очень опечалился тому, что брат нарушил данный ими обет. И перед своей смертью Козьма попросил не хоронить его рядом со своим братом. Демьян не намного пережил собственного брата Козьму, и когда он умер, люди не знали, как поступить с его телом и где провести обряд погребения. Однако на 3-й день после смерти Демьяна к месту, где находилось его тело, пришел верблюд, излеченный братьями от бешенства. И, заговорив человеческим голосом, указал, что братьев необходимо похоронить вместе, так как Демьян взял предложенные женщиной яйца не для получения прибыли, а ради имени Божьего. После такого чуда братьев похоронили рядом друг с другом. На Руси Кузьму и Демьяна считали покровителями брака, домашней птицы и ремесел, и молились им для сохранения семейных отношений, а также здоровья домашней птицы. По народному календарю 14 ноября этот день прозвали как День Кузьмы и Демьяна ремесленников. Часто говорилось, что Кузьминки об осени поминки, так как Кузьма с Демьяном листогнойный ноябрь ледяным панцирем покрывает, торопя приход зимы матушки. Этот день еще называли курятником, потому что полагалось переводить кур в теплые закутки сарая. Это было связано с тем, что погода становилась холодной и нужно было защищать домашнюю птицу. 14 ноября этот день считается и девичьим праздником, который отмечали с размахом. Девушки варили пиво и собирали по дворам продукты. Вечером собиралась вся молодежь. Они праздновали, пели и танцевали. На столе в этот день обязательно должна была быть куриная лапша. Девушки готовили кушанье из птицы и угощали им всех гостей. Главная примета этого дня – люди не могут смотреть в глаза малоимущим. Подавать милостыню в этот день тоже не стоит. Существовало поверье, что в противном случае может произойти беда. Категорически было запрещено в этот день выливать на улицу воду после купания младенца, иначе у малыша может появиться бессонница.
По 14 ноября определяли, какой будет зима. Если день теплый, то зима не будет лютой. Не все деревья, если сбросили листву к этому дню, то зима будет затяжной, а следующий год будет неурожайным. А вот если выпало много снега, то готовьтесь к весеннему половодью. Ну а, конечно же, среди молодежи в этот день были свои обычаи. Они снимали на день избу, где ставили столы, за которые приглашали вечером парней. Вместе пели, танцевали, играли в разные игры аж до самого утра. Если же еды не хватало, то парни шли воровать кур с чужого двора. Никто их за это не ругал. Односельчане к их злодейству были лояльны. Из украденных кур готовили суп с лапшой. Им угощали всех, кто заходил в дом. А мужики 14 ноября чествовали хозяина дома домового. Женщины для него варили пшеничную кашу, которую ставили в темный угол. Если же этого не сделать, то по народным приметам беды не избежать. Обиженный домовой мог сломать и утварь, и скотине даже навредить. В этот день было принято молиться святым за здоровье всех членов семьи и мир в доме. Девушки перед свадьбой просили святых о крепкой и счастливой семейной жизни. Тем, кто держит кур, в этот день нужно обязательно отведать мясо домашней птицы, и тогда курочки всегда будут в доме водиться. Ну а чтобы поправить свое здоровье, 14 ноября нужно съесть обязательно куриное сердце. Если в ночь на осенние Кузьминки в доме замяукает кошка, то это говорит о том, что в самое ближайшее время произойдет радостное событие. А вот неожиданные идеи, которые возникнут 14 ноября, сулят перемены жизни в лучшую сторону. Воду после купания младенца в этот день нельзя выливать на улицу. В противном случае малыш будет плохо спать и много плакать. Конечно, наши предки строго следовали и приметам народного календаря и знали, что нельзя делать 14 ноября на осенние Кузьминки, чтобы не навлечь беды и горести как на себя, так и на своих близких. Так, сегодня запрещены излишние траты, а тот, кто не послушается этого запрета, в самом скором будущем станет жить в нужде и лишениях, потеряв все свои накопления. 14 ноября девушкам на выданье нельзя грустить и проводить вечер в одиночестве, потому что сегодня отмечается Кузьминская вечеринка, во время которой всех нужно угостить пивом и пирогами, приготовленными молодыми хозяйками. У наших предков даже была традиция праздновать до утра, а если не хватало еды, то ходили по дворам, чтобы добыть курочку, которую зажаривали вместе с картошкой и грибами. К такой краже хозяева птицы относились спокойно. Но сегодня, конечно, красть не стоит, но вот приготовить куриные блюда для праздничного стола нужно. Кстати, кто на осенние Кузьминки съест сердце курицы, тот здоровым будет целый год. По народной примете 14 ноября нельзя закрывать входные двери снаружи, поскольку считается, что благополучие придет, а в дом зайти не сможет. Поэтому так важно, чтобы на осенние Кузьминки, в день Кузьмы и Демьяна, в доме обязательно был кто-то из домочадцев. Если же нужно отлучиться, то только ненадолго, оставив обязательно открытыми окно или форточку. Ни в коем случае нельзя 14 ноября, подавая милостыню, смотреть нищему в глаза. Считается, что таким образом можно привлечь к себе беды и лишения. Однако и отказывать в подаянии не стоит. Близкие будут голодать и нищенствовать. В день Кузьмы и Демьяна нельзя гнать и из комнаты кошку. Она сегодня может предсказать, исполнится ли ваше самое сокровенное желание, если его загадать в полночь и спросить о нем у животного. Замяукает или замурлычет пушистая предсказательница, то тогда очень скоро сбудется задуманное, а вот станет молчать, увы, но пока ему просто не суждено воплотиться в жизнь.
Знаете, по мнению наших предков, люди, рожденные в этот день, будут обладать прекрасными лидерскими качествами. Они имеют аналитический ум и превосходную интуицию. Но из-за наличия высоких лидерских качеств, люди, рожденные в этот день, не терпят мнимую и реальную конкуренцию. Друзья, вот такой у нас с вами день, 14 ноября, по народным приметам и народному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.